Второй этюд в серии мастер-классов для канала Александра Рышкина. Этюд будет дневной, немножко другое состояние. На другой схеме подкладки будет сделан на однотональной имприматуре. Но перед этим я хочу рассказать еще два принципа, которые мы должны помнить при написании пейзажей. Я уже говорил о закатном состоянии, когда солнце, проходя сквозь пелену испаряемого воздуха, усиливает свой свет и становится теплее, так как холодная волна блокируется. Если мы возьмем, допустим, пасмурный день, когда полностью заблокирован свет солнечный, то есть теплый свет не доходит до наших предметов, располагаемых на Земле, то есть серый купол неба находится над нами отовсюду, то, соответственно, все цвета меняют свой цвет с теплого от солнечного цвета на холодный. Это будет полностью рефлекс от купола неба, то есть в пасмурный день, как и в сумерки, когда уходит солнечное освещение, все цвета меняются с теплого на холодного. А тени, соответственно, меняются с холодных на теплых. То есть пасмурное освещение, свет холодный, тени теплеют. Опять же, по принципу того, что основной цвет и тон предметов, он теплый. И то наше освещение, которое мы будем писать сейчас, это полдень, когда солнце встает в зените, то есть оно стоит максимально высоко, то есть максимально доходит холодное освещение до предметов. Купол неба располагается слева и справа, и поэтому холодный цвет и рефлекс от неба добирается все-таки до цвета предметов наших, располагаемых на Земле. И полуденное освещение, оно всегда холоднее, чем вечернее, потому что больше купола неба засвечивает предмет, возникают больше рефлексов от неба. И солнечный диск, освещая наши предметы с зенита, то есть с самой верхней части, доводит и теплую, и холодную длину волны. Действие по нашей работе мы сделаем однотональную имприматуру, которая тоже является соединительным слоем поверхности с холстом. Если мы возьмем наш референс, мы увидим, что в работе много неба, много светлого, и мы будем ориентироваться цветом и тоном на имприматуру под цвет и под отсвеченность неба нашу в цветовых частях. То есть я опять же на белильной основе делаю себе цвет и тон, то есть белила как жирная краска, они блокируют очень сильное впитывание слоя масла из последующей прокладки в холст и не дают такого сильного прожухания. То есть, соответственно, мы можем взять себе на белильной основе, сделать подкладочный тон под наши облака. И полностью покрыть холст таким цветом и тоном. Многие пользуются тонированием грунтов, то есть берут готовый грунт для живописи и добавляют в него акрил или темперу, составляют некий колер, которым тонируют полностью свою работу. То есть вытирая красочный слой, я втираю его в поверхность холста, он становится сразу же сухой и абсолютно равномерный. Но вот эта жирненькая пленочка, она не дает потом жухнуть краски в моей работе. То есть первый тонкий соединительный слой. Дальше привычным методом я намечаю контурный рисунок. Я всегда действую с контурного рисунка, то есть у меня всегда есть контурный рисунок. Придерживаюсь ли я его досконально, иногда я могу что-то подвинуть, но предпочитаю контурно нарисовать. Легче подвигать контуры, чем подвигать уже проложенные пятна. Вспоминаем о 4 линиях золотого сечения, и сейчас мы привяжем
наш горизонт к нижней линии золотого сечения, что опять же дает нам возможность сделать красивое композиционное решение. К, соответственно, вертикальной линии золотого сечения мы привяжем наше дерево и абсолютно простым методом мы сразу создаем себе на работе красивый композиционный ход и решение. Золотое сечение — это очень древняя и очень действенная схема, которая всегда срабатывает в 100% случаях, и проследить ее можно практически во всех работах старых мастеров. Чтобы поле не было скучным, можно пустить энную тропинку, наметить силуэт дальних деревьев, и, собственно, нам достаточно вот таких намеков для того, чтобы начать делать нашу работу. Опять же, первый слой я брал щетиной, второй слой я буду делать синтетикой. Я не являюсь сторонником определенных синтетических кистей определенной фирмы. Вот, сам лично заказываю все на Алиэкспрессе и не считаю это плохим. Просто кисть должна быть продолжением руки, вы должны ее чувствовать. И в отличие от предыдущей работы, где я мешал для небесного свода в контражуре небесно-голубую краску, это фталоциан ФЦ с белилами. Здесь я буду мешать цвет на основе ультрамарина, ультрамарин красно-фиолетовый цвет, и добавлять туда чуть-чуть каплю красного оттенка, то есть замешиваю себе колер для замес или колер, его называют по-разному, для верхнего диапазона этого неба. И начинаю раскрывать себе силуэты неба, оставляя нетронутыми облака от подкладочной поверхности. Тем самым мы сразу же выигрываем в том, что наши облака становятся уже частично готовы, и они очень далеки от белой бумаги. Можно даже подставить тюбик, увидеть, что белое не является здесь уже белым. То есть раскрываю верхний слой, уже мягкой кистью я формирую облака в нужном нам месте и в нужного нам пятна. То есть это сразу же облегчает жизнь и сразу же дает больше результат. У Левитана в его работе «Свежий ветер Волга» видно, что у него розовато-охристая подкладка, и у него часто в работах можно увидеть вот этот слой. Спускаясь привычно в нижнюю поверхность, я добавляю чуть-чуть желтовато-зеленоватого тона и добавляю белил, то есть делая это небо немножко более прозрачным и более голубым. И также оставляю себе эти облачка. Чем ниже спускаются облака, тем меньше они становятся и тем больше они заходят друг за друга. То есть расстояние между облаками уменьшается, масса облаков тоже уменьшается. Это надо учитывать как перспективное сокращение, как формы, уходящие одну за другое. То есть здесь мы должны уже уменьшать их расстояние и действовать по принципу того, что чем ниже, тем они становятся меньше, тем они становятся менее круглыми, и тем меньше расстояние между ними появляется. И третья зона, то есть я могу использовать тот же самый замес, добавлять сюда уже красновато-оранжевых оттенков, то есть нижнюю часть я стараюсь подтеплить, то есть то же самое, что у нас происходит в большинстве случаев. У нас в небе появляется растяжка от теплого внизу к холодному наверху, от светлого внизу к более темному в верхней части. То есть мы раскрываем
дальнюю часть неба, используя уже подкладку как облачные массы. 3 полосы у нас появилось. Привычным методом вытираю кисть и перемешиваю себе эти зоны в работе. Многие пользуются верными кистями, то есть это тоже может быть как один из методов работы, да, для того, чтобы размешать слой со слоем. То есть я спускаю, даже могу спустить нижний слой наверх, верхний слой я поднимаю вниз. То есть уже эти зоны вы не уничтожите, они будут абсолютно готовыми у вас на работе. Откладываю эту кисть обязательно, то есть эта кисть не должна уже участвовать в процессе, только если мы будем поправлять наши облака. Подходим к массам облаков, к их теневым частям, пишем сначала тени, потом мы кладем цвета. От темного к светлому мы идем всегда.